Здравствуйте, зрители-смотрители! Совсем скоро начнется хидельский прием, где разработчики Black Desert покажут официальную дорожную карту игры. Но пока Perlabus готовит свои анонсы, мы с вами обсудим реальный виш-лист игрового сообщества. В этом видео я хочу разобрать масштабный пак идей, которая сделает БДО намного комфортнее. Мы поговорим о глобальных реформах, об введении общего ремесленного инвентаря, продаже хлама NPC и прокачки фей, до жестких мер против читеров и полной перестройки PvP-контента, осад, арен и войны Рос. Это честный взгляд на то, что нужно исправить в игре, так как я в нее играю с 2015 года. Полетели. Мои предположения, что будет на хидельском приеме. Анонс и Дании 2. Если открыть карту, то можно с правой стороны увидеть, что часть материка находится в тумане. И плюс информация о датамайнеров и картинки, которые указывают на это. Скорее всего, будет анонс нового персонажа, по слухам это мужик-ковбой. Тем более на это указывает новость от 9 июля про регистрацию для входа в лабораторию Black Desert. Тестовый сервер, на котором всегда появляются новые персонажи, перед тем, как их выпустить уже в официальный релиз. Еще ходят слухи про увеличение цены на кроны у кузнеца. Действительно много слухов, тема хайпует, а если все-таки будет повышена цена на кроны, я думаю, увеличат получение количества крон с костюмов и уменьшат агресс для гарантированной заточки шмота. Возможное появление новой итемки в инвентаре для атаки и защиты, типа амулет или плащ Дана. Если посмотреть на снаряжение, то как раз вот здесь есть местечко. Ну, либо это будет оружие Дана, на которое будет ориентирована вторая часть материка и Дании. Не исключено добавление новых цветов красок для оружия. Сейчас есть красное сияние, фиолетовое. Ждем появления других цветов сияния. Плюс Вольтрон, конь которого можно получить, если собрать 300 следов молнии. Они у меня есть, давайте как раз этим и займемся. Тучка, задание, Вольтрон, автопуть на территорию Аделиты. И в моменте, когда вы забираете Вольтрона, есть выбор – кобыла или конь. Так вот, суть Вольтронов заключается в том, что можно выбрать коня или кобылу. То есть их можно будет скрещивать. Возможно, об этом скажут на хидельском приеме. И при помощи скрещивания можно будет получить какого-нибудь супергромового коня с функционалом постоянного полета. Если на Пегасе у нас просто идет парение, то на 13-й породе Вольтрона возможно будет летать, наверное, на постоянной основе. Это лишь мои предположения. А теперь мои фантазии, что бы хотелось увидеть в БДО. Для ремесла сделать инвентарь аккаунта, куда пойдет вся бижутерия и костюм. Добавить в инвентарь ремесла, который сейчас доступен на всех персонажах, функцию, чтобы можно было закидывать туда бижутерию для ремесла. Где-нибудь вот в этом круге. Это на самом деле большая проблема, когда релогаешься на персонажа, который у тебя занимается рыбалкой, и приходится эту бижутерию перекидывать с персонажа, который у тебя занимался сбором. Поэтому под каждое ремесло есть определенные твины. Для сбора свои бафы, для алхимии свои, и не хочется, чтобы они сгорали. Изменение графики, чтобы исправили работу теней и освещения. Добавили современные технологии для видео, DLSS и прочее, так как Perlabus уже выпустил Crimson Desert, где все это реализовано. Тему графики можно более обширно развить, перенос на новый движок и тому подобное, но оставлю как есть. Хотя бы исправьте тени и добавьте современные технологии для видеокарт. Изменение и настройка античита. Также изменение лицензионного соглашения для более быстрой блокировки нарушителей. Или хотя бы запрет на использование клиента, пока идет разбирательство. Ну и вследствие бан по железу, если информация будет подтверждена. Хочется активных ГМов в игре, которые могут проверить игрока здесь и сейчас. А если не подтверждается использование софта, то игрок, подавший жалобу на проверку, получает мут всех чатов на 3 дня. ГМы тоже люди, и чтобы их по пустякам не гоняли в игре. Осады, соляра, арена крови и тому подобное. В общем, доступ к контенту PvP формата для игроков должен появиться только после прохождения основной цепочки квестов на аккаунт. Допустим, надо в конце просто получить знания у Бартели. Почему мне этого хочется? Для избежания твинов на осадах и PvP контенте, так как это соревновательный режим.
Это повлияет на твин-аккаунты, которые находятся в разных гильдиях и ходят на осады. Влияние на забаненные аккаунты, которые используют софт PvP, и для участия им придется не просто создать новый аккаунт, а еще потратить 50 плюс часов игрового времени на квесты. Возможность просмотра как зритель боев Идана. Это отличный контент, так как стать Иданом — это сравнимо заявке, что прошел игру. Плюс хотелось бы таблицу претендентов, кто с каким гиром и на каком месте при оставлении заявки стать Иданом. Я просто всегда оставляю заявку и был только один раз в этой битве. И всегда интересно, насколько мне не хватило гира в нынешних реалиях. Добавить к реализации Лиги Гильдий использование на постоянной основе. Сама Лига Гильдий на рейтинг с бонусами пусть остается как редкий ивент. А вот что бы хотелось увидеть в ней дополнительно, это как тренировочный настраиваемый режим. Часто между гильдиями возникают споры, у кого больше и жирнее кабачок на огороде. И чтобы это доказать, ребята долго обсуждают формат драки между друг другом. Где, когда, сколько, насколько, наймы, камни и тому подобное. А так ты бросил перчатку в сторону соперника и используешь функционал Лиги Гильдий, где у тебя не будет наград, но будет возможность настроить эту драку. Допустим, формат настройки — порезки уровня осад Т1, Т2 ранга и полный контакт гира без ограничений. Настраиваешь количество участников, счетчик времени и количество очков для победы. Да и для тренировок рейда внутри одной гильдии это тоже отличный инструмент для использования. Изменение огородов очень сильно повлияло на игроков, которые не могут быть онлайн 24/7. Мое предложение для честности, чтобы они продолжали расти хотя бы по 1% в час в офлайн режиме. Очень давно ждем и хотим рейтинг Соляры 1 на 1, которая бы чередовалась 3 на 3 рандомы и 2 на 2 группы. Изменить субботние осады битвы за территории. Балена сделать с теми же порезками, но максимальное количество участников до 45, выигрыш по очкам. Сирендия также активная, и те же порезки, но максимальное количество участников 60. Замок Альфиона с порезками Сирендии, и максимальное количество участников 75 с порезками. Замок Валенсии с порезками Т2 ранга, максимальное количество участников до 100. И замок Медии без порезок, максимальное количество участников 120. То есть для Альянса, для самых сильнейших. Дать возможность использовать избыточное количество очков навыков, которые мы получаем при фарме, использовать для развития переносимого веса на персонажа. Чтобы у этого пассивного навыка не было ограничений, то есть бесконечно. Допустим, вкинутые 500 очков навыков будут равняться 10 ЛТ. Хотелось бы еще более понятное описание навыков рабочих, которые находятся на узлах. Сделать 2 отдельных канала, которые будут относиться только к осадам. На этих каналах убрать полностью мобов, ресурсы для сбора и возможность рыбалки. Пустые каналы, ориентированные только на осады и захваты территорий. Редкие сокровища, такие как компас, перстень, карта, телескоп, можно было бы перенести в инвентарь аккаунта. И доступность их использования на любом персонаже. Плюс возможность сбора этих сокровищ кусками. По примеру банок на ХПМП и новое сокровище, которое добавили, звезда на стос. Также возможность продавать фрагменты сокровищ на аукционе по достойной цене серебра. Возможность, в принципе, продавать все предметы по нормальным ценам NPC. Допустим, на аукционе можно продать предмет за минимальную стоимость. Но такие предметы могут лежать годами, никому не нужными. Так вот, я бы хотел продать этот предмет за половину минимальной стоимости аукциона любому NPC. Удалить из игры устаревшие типы амуниций и неактуальные предметы. Всякие грунилы, либерты, квестовые предметы, корешки, сучки и все тому подобное. Упростить фарм дискотек. Сборные боссы. Сделать им уровень в зависимости от вложенных готовых боссов, убрать анимацию появления, и призыв всех этих боссов должен быть на отдельной локации, куда можно отправиться по аналогии бездны бессмертия. Или прямо на ней создать этот функционал. Либо сделать волнами, как фарм на фонарях или столбах.
предварительно вкинув в этот столбик боссов, то количество, которое имеется у персонажа. Сделать возможность плавить харзаты для получения эссенций. Допустим, плавка с кровью шута дадут эссенцию на меткость. Или с кровью мудреца дадут определенное количество эссенций на уворот. Ну или возможность продажи NPC за достойную цену этих харзатов. Дать возможность второго слота для феи. Прокачиваешь одну, юзаешь другую. Или переключаешься в зависимости от ситуации. Свитки удачи, чтобы работали на сбор. Допустим, x2 дропа сока или того ресурса, который собирается. Увеличить минимальный гир для участия в войне Рос. Сейчас 700, надо хотя бы 800 сделать. Сделать лимит комнаты Марни. Допустим, в день аккаунт может фармить максимум 2 часа. И это даст ограничение софтеров, которые любят там фармить на ботах. И оживит в целом все споты. Дать возможность запаковать агрис. По формуле через Алустина как с энергией. Допустим, 30 тысяч агриса меняется на банку 10 тысяч, которую можно продать или купить на центральном аукционе. Ограничить количество гильдий, которые могут быть в альянсе, чтобы альянс состоял максимум из 2 гильдий, но повысить лимиты альянса до 180. Отвечу, как я это вижу. Альянсы не совсем дружны в данный момент и имеют вид не гильдий, а просто рейда. Формат ограничения из 2 гильдий будет более крепким и постоянным. Слишком часто маленькие боевые гильдии переходят с одного альянса в другой, и уже особо не запоминаешь их названия. Бонусы и бусты для главного руководства гильдий. Допустим, 10% из фонда автоматически каждое воскресенье распределяется на руководство. Это не должно влиять на распределение дополнительных бонусов, которые можно выдавать в данных реалиях игры. Чтобы у главы и офицеров гильдии был дополнительный стимул, хоть и минимальный, продолжать развитие своей гильдии. Я буду ждать вас в комментариях, если вы не согласны с каким-то мнением про изменения, которые бы я лично хотел увидеть. А на этом все. С вами был Доктор Доза. Увидимся в следующих гайдах и на стримах. Всем пока.